Доброго времени суток, уважаемые любители электротранспорта! А теперь особо внимательные. Вспомните, когда же был на этом канале последний раз обзор из Китая на скутеры Skyboard? 3, 2, 1. Насколько я помню, последний раз был осенью. Осенью мы снимали, по-моему, последний раз обзор. Потом мы ушли в спячку, потом зима и так далее, не сезон, но сейчас с приходом весны приходит тепло, и мы готовы вам показывать наши новые модели. И не только новые, и старые тоже. Но сегодня у нас особенный день. Сегодня я не зря снимаю именно в городе, потому что мы обычно снимаем где-то на природе, где-то в красивых местах. Сейчас я решил это сделать прямо в городе. Открывать сезон новых обзоров у нас будет BR50 3000 Pro Max. То есть это наша топовая модель, это наша топовая пушка. Давайте поговорим, в чем же тут топ, почему эта модель именно мне особенно запала в душу, и разберемся во всех мелочах. BR50, встречайте! Ну и давайте пойдем с самого начала. Во-первых, мы видим здесь колесо. Колесо стандартное от Skyboard, литье на 12 дюймах. Дальше поднимаемся. Амортизаторы. Амортизаторы, двойная вилка. Все как обычно. Шильдик Skyboard. Крыло. Крылья этой модели, они отличаются от тех, что вы видели в BR20, 30, 40, 60, ну и многих других. Короче, здесь особенные крылья. Чем они особенные? Во-первых, они определенной формы, которая подойдет именно только этой модели. Только модели BR50 3000 Max Pro и просто Pro, без приставки Max. Здесь у нас основная фара, она очень ярко светит. Естественно, здесь не лампочка, а светодиоды. Все по последним канонам лампочек, так сказать, в мире. Двигаем дальше. Поворотники. Поворотники здесь в такой резиново-пластиковой оболочке. Это довольно круто, они тоже светодиодные. То есть, во-первых, они гибкие. Их в любой момент можно подкрутить, если у вас есть отверточка, и поставить как вам нужно. Но по сути можно и без отверточки. Я вам уже показывал, как они ставились на сборке. Если не видели это видео, то посмотрите, там все подробности по поводу сборки и комплектующих. Далее мы видим ручки тормозов, которые регулируются, а именно расстояние от ладони до кончика ваших пальцев, чтобы людям с разной длиной руки было удобно нажимать на тормоз. Это, по-моему, очень круто и иногда необходимо. Зеркала, естественно, тоже у нас не такие, как на других моделях. Это немножко другой дизайн сзади. Крышка немножко другая, немножко они толще, немножко прочнее. И угол обзора именно такой, как надо. Естественно, при поездке они не трусятся. По поводу выбора зеркал, кстати, посмотрите видео, оно вот здесь вот высвечивается. Далее кнопочки. Во-первых, это гудок. Гудок, если вот так вот нажмем. Гудок довольно мощный, громкий, его хватит с головой. Ближний свет, дальний. Кстати, чтобы включить ближний свет, нужно повернуть ключ на 2 щелчка. Если вы едете днем и вам не нужен свет, вы можете ехать на первом щелчке, то есть вы вставляете ключ, 1 щелчок и вуаля, у вас ничего не горит. Но когда вы поворачиваете на 2-й раз, то включается ближний свет, а дальше вы можете кнопкой переключить на дальний. Далее у нас идет бачок с тормозной жидкостью, стандарт DOT 4, но в принципе ее хватает очень надолго, я сомневаюсь, что вы ее будете менять. Но если вы будете менять, у нас тоже есть видео на канале, где мы объясняли, как это делается. Это видео называется «Эксплуатация электроскутеров». Далее держатель для телефона, на нем останавливаться не будем, тут все просто. Всякие крутилки, которые раздвигают ножки, которые держат ваш телефон, а также зарядка для телефона.
Ну и в принципе все. Двигаемся с правой стороны. Здесь колоночка, которую мы сами ее установили. Ее можно устанавливать и в другие какие-то места. Я поставил именно сюда под зеркало. Давайте теперь проверим громкость вот этой колоночки. Во-первых, нам нужно включить Bluetooth. Далее мы переходим в настройки Bluetooth и ищем устройство под названием Bluetooth, как это ни странно. Далее мы переходим в плеер любой и включаем какую-нибудь песенку. И... Ты горишь, как огонь, у меня агония. Но YouTube нас забанит за авторские права, и поэтому дольше я эту песню не могу включать. Главное, чтобы вы убедились, что она работает, и она работает очень громко, и главное здесь бас. Бас рвет. Конечно, если включать на максимум, то она будет прям разрываться, но и в разумных пределах бас тут очень хороший для такой маленькой колоночки. То есть колоночка тут довольно качественная. Ручка акселератора, которая ничего не сделает. Вот я сейчас нажимаю, скутер никуда не едет, потому что у нас есть подножка, которая, если открыта, то скутер никуда не поедет. Такая защита от дурака, это очень хорошо. Ты подходишь к скутеру, поднимаешь его и случайно дотрагиваешься до ручки, он начинает ехать, ты сразу паникуешь, и, в общем, без опыта это довольно опасно. В наших скутерах есть такая функция, никакой скутер не поедет, пока ты этого не захочешь. Ручка вторая точно такая же тормоза, там такая же настройка руки, но самое главное это красная кнопка. Как вы думаете, что это? Правильно, это переключение скоростей. Скорости здесь 3. Мы сегодня посмотрим, как они едут и с какой скоростью. Для многих одна из самых важных вещей это именно дисплей. Как его видно летом, как его видно в солнце, и что на нем вообще изображено. Давайте в этом разберемся. Сейчас у нас плюс 35 градусов, это очень жарко. Кто был в Азии, тот знает, что здесь солнце отличается от нашего, здесь оно вообще не знает пощады. Вот, поэтому сейчас мы испытаем спидометр, дисплей, как он показывает. Вот мы его включили. Во-первых, это скорость. Скорость и значок Ready. Когда мы готовы, Ready написано, но скутер не поедет, пока мы не уберем подножку. Подножку убираем, и все, можно ехать. Пока подножка стоит, здесь пишется ready, но восклицательный знак. Это стоит учитывать. Если восклицательный знак, то это значит подножка опущена, вы никуда не поедете. Километры в час, само собой. И ошибки, если будут всплывать, будет высвечиваться этот восклицательный знак. Также мод — это скорость. Скорость, вот она так вот переключается. 1, 2, 3. Также у нас вольтаж. Сейчас у меня заряженная батарейка, это примерно 66-67 вольт. А дальше по мере разрядки она будет уменьшаться, и там до 55, до 53. Если честно, я сам не знаю, какой минимум, поэтому мы об этом узнаем в следующих видео, когда буду снимать поездку в дальность. А пока что скажу, что это очень дизайнерский, прикольный дисплей. Мне он действительно нравится, и он очень яркий. Очень яркий, я думаю, вам на видео через экраны даже это видно. А теперь переместимся в бок и посмотрим, что у нас тут. А тут есть о чем рассказать. Дисковые гидравлические тормоза. Да, бачки сверху, вот шланг идет, и вот сюда приходит на передние тормоза. Здесь подножки для ваших ног. Они, кстати, довольно удобные, широкие. Вы как бы едете на двухколесном скутере, но такое ощущение, что на трехколесном. Потому что платформа для ног довольно широкая. Так сказать, еда нашего скутера. Здесь находится батарея. Во-первых, отсек батареи. Это стальная такая пластина, которую не пробьешь никак. Вставляем ключик. Смотрите, чтобы вам было виднее. Вот это я ее застегнул. Естественно, удобнее это делать, когда скутер лежит на боку. Но если нет такой возможности, то просто придерживайте крышку, потому что она может вылететь, если вы ее, как я, не очень удачно вставили. Но в принципе она отщелкивается всегда. Батарея 45 ампер 60 вольт. 45 ампер 60 вольт, да-да-да. И не зря этот скутер называется Pro Max. Max, потому что здесь максимально крутая батарея у наших моделей на данный момент. Я знаю о кое-каких новинках, которых я вам сейчас не скажу, но давайте об этом в следующих видео. 5-8 часов до полной зарядки, в принципе, ей хватает. Само зарядное, кстати, не жужжит, не шумит сильно, то есть, в принципе, когда вы спите, у вас рядом заряжается,
вы практически не слышите зарядное устройство. Батарейка, естественно, довольно массивная и тяжелая, она не поместится в другие модели, то есть тут специальный отсек. Вот и все, что я хотел сказать. Гарантийная пломба здесь, ручка, кстати, удобная ручка. Очень удобно, вот так вот отщелкивается, вы как чемодан ее несете. Следующее по порядку сиденье. Сиденье здесь отличается от большинства наших моделей, поэтому мы его сегодня еще о нем сегодня поговорим. Следует сказать, что сзади вышито, не набито, а вышито именно надпись Skyboard с нашей эмблемкой, что не может не радовать, это знак качества. Кстати, народ, должен сказать, что вот здесь вот вместо багажника может быть второе сиденье. И я об этом рассказывал при нашей сборке, посмотрите это видео, там много еще всяких дополнений, которые я сегодня не говорю, но должен сказать, что багажник — это одна функция. Вторая функция — это сиденье. Здесь прикрепляется сиденье для второго человека, и пространство получается больше. То есть выбирать вам сиденье или багажник. Амортизаторы газомасляные, и мы в этом убедились, когда их разбирали, а точнее распиливали. Видео все на нашем канале. Что хочется сказать особенно, они регулируемые. То есть помимо масла, которое внутри, здесь есть еще воздух, можно его закачивать. Сейчас вот так вот можно открутить пимпочку. И сейчас, если вам слышно будет в микрофон. О, газ есть. Слышали? Сейчас я даже сниму микрофон и продемонстрирую еще ближе. Но я думаю, вам слышно. Я не хочу весь газ выпускать, мне надо будет на чем-то ездить. Так вы можете и сами проверять в магазине, кстати. Так что имейте в виду. А также я забыл сказать про наши подножки для пассажира. Это тоже очень круто, они такие толстенькие и очень удобные, они тоже отличаются от других моделей, поэтому обратите на это внимание. А также они черные в стиль этого скутера BR50. Смотрим назад. Во-первых, это крыло, которое имеет определенную форму, также не подходит к другим моделям. Здесь такой прикольный, я не знаю как назвать, такая волна, или как акулий гребень, вот такая что-то такое стильное, плавное. Также плавные вырезы, это довольно стильно, это стильно, тут ничего не скажешь. Немножко другое крепление здесь, чем у первого. Также здесь тормоза, почему у нас впереди было два бачка с жидкостью, потому что тормоза передние, тормоза задние, ну, якобы очевидность. И сзади поворотники также стоп-сигнал, задний ход, и просто габариты. Это все есть. Багажник — это особая изюминка этого скутера, потому что, опять же, и он не такой, как в большинстве наших моделей, потому что он, ну, во-первых, тут другой дизайн, да, тут спинка такая мягкая, и это не пластиковая спинка, это именно такая подушечка получается. И замок здесь особенный, и к нему нужно знать подход. Я вам сейчас продемонстрирую, как лучше им пользоваться, потому что здесь строение немножко нестандартное. Итак, мы берем ключик, они у меня тут на резиночке, и я вставляю ключик и поворачиваю. Но ничего не происходит, да? Нужно поднять сначала вот эту дверку, то есть вы просто отпускаете, она сама поднимается, и дальше замок открывается. И я сейчас вам расскажу, что у меня в багажнике, но сначала я вам расскажу, как его закрыть. Во-первых, закрываем крышку. Во-вторых, поднимаем до упора вот эту вот дверку. Поднимаем до упора. И потом закрываем ее. Ключик закрываем, багажник не открывается. Потому что, если вы не до упора поднимете эту ручку, то получится вот так вот примерно. Видите? Вроде закрыл, а вроде верхняя часть не закрылась. Это учитывайте. Ну а теперь давайте посмотрим, что я вам приготовил. Что у меня внутри. Во-первых, это вот такая синяя накидка от дождя и пыли. От дождя и пыли в цвет скайборда. Синяя такая. Очень крутая штука. Выглядит оно примерно вот так. Дальше запчасти, которые я не крепил, потому что я спешил и мне было не до катафотиков. Но они также у вас есть. Две книжечки от Skyboard. Одна сервисная, одна руководство по эксплуатации. Тут много очень чего полезного. Самое крутое — это зарядка. Зарядка здесь
Я его специально в такой мягкий пакетик, чтобы она не поцарапалась. Она вообще была в этой коробке, я просто ее вытащил, когда заряжал. 5-амперная на 60 вольт. Самое основное, что вам нужно знать, это вентилятор. Во-первых, это охлаждение системы, потому что 5 ампер 60 вольт должно сопровождаться обязательно системой охлаждения, а также процессором, который контролирует это все и не дает перегреваться. Это все круто. А также у нас есть фьюз. Видите, крутилка фьюз? Фьюз по-английски это предохранитель, да? Давайте проверим, что же это за крутилка такая. Мы выкручиваем, и действительно мы видим предохранитель. То есть, если вдруг у вас там что-то не так с розеткой, ударила молния и пошло замыкание по сети, то как бы предохранитель сгорает, зарядное устройство остается такое же, вы просто выкручиваете, меняете предохранитель. Это круто, это возможности. Ну, также мне стоит сказать, что здесь штекер другой, не такой, как в других моделях. То есть этой зарядкой вы не зарядите, скорее всего, другие модели. А также здесь есть вот такая вот ручка, да. То есть вы втыкнули, а потом, когда закончили заряжать, просто потянули за нее, и штекер вынулся. Это очень удобно. Я надеюсь, ничего не забыл. И осталось сесть, одеть шлем и проехаться до ближайшей взлетной полосы, чтобы проверить скорость. Ну что, я предлагаю проехаться очень быстренько по району, посмотреть, как ведет себя скутер. Точнее, я уже смотрел, я вам просто расскажу о себе, напомню, чем этот скутер отличается от других. Первое, что бросается, даже я бы не сказал в глаза, а вот в голову, ваши ощущения от поездки. Во-первых, это амортизация, она здесь другая, не такая, как в других моделях. И, блин, я даже не знаю, с чем сравнить. Слушайте, вот я раньше говорил, что BR30 это вот тот корабль, который идет по волнам, и ни один скутер с ним не сравнится. Но BR50, я бы сказал, он менее мягкий, чем BR30, но тем не менее комфорт остается такой же. То есть съедает все кочки ровно так же, съедает, ну, абсолютно все, да. Вот смотрите, сейчас по лежачему давайте проедемся. Но я его не заметил. Вот, то есть на этом скутере ощущение, что у него больше колеса, которые больше все съедают. На самом деле это не так, естественно, колеса такие, как и в других моделях, особенно по диаметру, но вот чувство такое есть. Плюс ко всему, этот скутер более сбитый. Здесь нет, ну, абсолютно никаких лишних деталей, никакой тряски, звона. Я думаю, вы слышите, что вы слышите только меня. Никакого скрипа и так далее здесь нету. Кто смотрел мою сборку, тот поймет, этот скутер собирается гораздо легче за счет того, что частей здесь меньше. За счет того, что большинство частей уже прикреплены, основные все части, кроме переднего колеса, прикреплены уже на заводе, то есть они сидят намертво, ничто тебя не беспокоит во время поездки. Вы от него не добьетесь какой-нибудь пробуксовки и так далее, если только, конечно, не перешьете контроллер. Но в заводской такой настройке, вы посмотрите, я сейчас остановлюсь, и газ до упора, и он так медленно, плавненько набирает ход, и это очень круто. Дальше переключение скоростей. И это есть сейчас на третьей скорости, то есть если сделать на первой, то вы спокойно едете по пробкам, не боитесь зацепить какую-нибудь машину из-за какого-нибудь неверного движения рукояткой газа. Вот хороший бордюр, никого тут нету, пешеходов, машин. Давайте попробуем заесть вот так вот, и ну вообще без проблем. Вы слышите, что никакой тряски нету. Я обратно съезжаю.
и ничто даже не цепляется. Бордюр стандартный и даже выше, чем обычно, поэтому можете не беспокоиться, что на любой тротуар вы спокойно заедете, даже не прилагая усилия в ногах. Думаю, нам пора начинать тест скорости. Сейчас прокатимся и подведем итоги. Скрин экрана делаю, нажимаю play, поехали. Надеюсь, полосы для разгона нам хватит. И уже 25, 29, 30. Летим. 42. 46. 51. 52. 52. Давайте попробуем для чистоты эксперимента в обратную сторону. Поехали обратно. Нет, 50, 51, ну и нам чуть-чуть не хватило, я думаю, тут тоже было бы 52-53 примерно. Вот такие вот результаты. Вот такой у нас обзор получился. Хотелось бы подвести некоторые итоги. Во-первых, чувствуется в каждом винтике качество этого скутера. В поездке, в комфорте, в сборе этого скутера чувствуется, что он такого премиум класса. То есть он такой сбитый, он такой, ну я об этом все уже говорил. А поездка по городу очень комфортная, потому что он не рыпается, он не рвет. Ты ручкой газа очень хорошо контролируешь вообще распределение мощности, сколько мощности идет в твое колесо. Это очень круто, и я вообще всегда выступаю за это, и в будущих моделях мы как раз это позаимствуем у BR50. Ну и в целом, необычный дизайн, сбитость, минимализм такой, это мне все очень нравится в этом скутере. Но я думаю, что именно эта модель уедет ко мне на парковочное место домой. Из всех наших скутеров, да, у меня есть возможность взять любой себе домой, и я думаю, что я возьму именно вот этот, потому что он самый комфортный в городских условиях, а также имея неплохой багажник, можно ездить за покупками. Короче, это вещь, на которой не стыдно показаться. Я вам предлагаю пройти на сайт skyboard.store, посмотреть более подробно по поводу этой модели и всех других наших. А также подписывайтесь на этот канал и ждите новые модели, новые розыгрыши, которых будет очень много. Более 1 000 000 рублей розыгрышей будет на этом канале скоро. А еще вы можете лично протестировать конкретно вот этот скутер даже. Если придете в один из наших магазинов, вот список. Это наши дилеры, которые находятся в ваших городах. Вы находите просто свой город, приходите, тестируете, смотрите, щупаете. И дальше решаете, что делать. С вами был Евгений. И сезон обзоров открыт. Это только начало.